Дорогие друзья, всем привет! Сегодня я вам покажу, как можно приготовить пельмени. Всем нам знакомые пельмени, но немножко с изюминкой. Изюминка у меня будет заключаться в том, что у меня будет начинка особенная. И я вам покажу очень интересный способ раскатки теста. Итак, для начала мы сделаем наше тесто. Тесто как делать, я думаю, все знают. Берем муку, делаем углубление, туда разбиваем одно яйцо, добавляем теплую воду, и соль. Все это мешаем. Тесто должно быть крутое, это обязательно, чтобы пельмени у нас не порвались. И вот так вот мешаем. Если нужно, добавляем воду, но смотрите, с водой не переборщите. Тесто должно быть крутым у нас. С тестом надо хотя бы минут 5 поработать, хорошенько его замесить, чтобы оно уже не прилипало ни к рукам, ни к посуде. И тогда оставим его минут на 15. За это время я подготовлю фарш. Вот, друзья, замесили. Минут 5 я его месил. Все. И теперь оставляем его вот так, пока мы фаршем закончим. Минут на 15. Итак, друзья, пока тесто у нас растаивается, приготовим фарш. Значит, у меня здесь 50 на 50, говядина, свинина. Что нам понадобится? Лук. И вот это вот у меня томаты в собственном соку. Если у вас такого нет, то возьмите просто помидоры, но чтобы они были вкусные, такой насыщенный вкус. И еще я беру базилик, соль и перец. Так, это все, что для начинки нам понадобится. Так, для начала я нарежу лук. Значит, смотрите, я буду лук и томаты еще в блендере размельчать, поэтому я его порежу так, чтобы более-менее мелко для блендера, а потом буду еще блендером измельчать. Если вдруг у вас нету блендера или вы не хотите, тогда нарезайте как можно мельче лук. Значит, смотрите, я никогда не говорю в граммах, поэтому мне некоторые потом спрашивают насчет. Я всегда делаю на глаз, но здесь у меня чуть больше килограмма фарша. Я взял 3 луковицы, более-менее большие, и где-то 250 у меня было томатов в собственном соку, если это кому-то интересно. Итак, друзья, теперь мы одели перчатку, приготовили соль, черный перец и базилик. Это все, что мне понадобится. И начинаем. Сначала замешиваем лук. Это будет очень сочный фарш у нас уже, я думаю, вы видите.
И не переживайте, это у нас не столько лука, это томаты. Томаты придадут обалденный вкус. Томаты и базилик придадут очень такой специфический вкус нашим пельменям. Так, и добавляем теперь соль, черный перец. И базилик вот так у меня, видите, крупные листики. Надо их помолоть рукой. И мешаем. Фарш готов. Такой вот, именно как я люблю. Видите, он такой сочный. Видно, что он не сухой, он сочный. Благодаря томатам и луку, который мы вот так блендером сделали. Итак, друзья, фарш готов. И теперь, как и обещал, я вам рассказываю про то, как я раскатываю тесто. Смотрите, у меня есть вот такой вот аппарат. Он вообще-то для изготовления пасты итальянский. Очень хороший. Вот эта фирма. Это считается как Mercedes в мире аппаратов для пасты. И с ним очень удобно можно делать тесто любой толщины. И сейчас я вам покажу, как я это делаю, что этот процесс можно превратить в удовольствие. Тесто уже подготовил, настоялось. Вот я беру кусочек теста. Итак, друзья, вот берем кусочек теста, делаем мукой. И вот смотрите, здесь мы выставляем толщину. Первый ставим на 0 и прокручиваем. Вот так вот получается. Теперь мы берем так, чтобы у нас края были ровные. И пропускаем еще раз через 0. Видите? И теперь переставляем на единицу. Переставляем на единицу. И точно так же. Так, теперь на 2. Чуть-чуть можно, чтобы она не прилипала. Мукой. Теперь на 3. И вот, друзья, вы сами уже будете смотреть, какой толщины. Вот у меня 3. Ну, я думаю, можно еще на 1 потоньше сделать. Вот я делаю на 4. И я думаю, это будет уже последний.
Смотрите, друзья, какая получилась красота. Вот так. И вот так. И теперь оно идеально. Толщина, она идеально одинаковая по всему листу. И теперь нам остается, если вы хотите квадратиком, вам еще проще. Но я хочу делать классический, это круглый. Поэтому беру подходящего диаметра стакан и вырезаю вот такие вот кругляшки. Вот так. Это уже вот процесс самоудовольствия с этой машинкой, с вырезанием. И вот так вот мы подготавливаем тесто для пельменей. И вот с одного листа получилось у меня 17 кругляшков. Ну, как пельмени делать, я думаю, вы знаете. Покажу первый. Так, берем фарш, кладем на серединку. Мы закончили, посмотрите, вот таких у меня получилось 3 подноса. 2 я заморозил, этот будем сейчас кушать. И хочу вам еще раз показать мой супер агрегат, называется Marcato Atlas. Вот если будете брать, берите такой, не какие-то дешевые, а вот именно вот такой, он очень качественный. И, я говорю, раскатка теста превращается в одно удовольствие. Итак, вот у меня вода уже закипела. Что я делаю? Я кидаю 2 листика лаврушки, 2 душистых перца и подсаливаю воду. И сейчас сюда буду отправлять пельмешки. Друзья, пельмени сварились, я их положил в такой красивый горшочек. И теперь будем пробовать. Для начала я возьму немножко свежемолотого перца. И теперь пробуем. Так, со сметанкой. Обалденно. Очень вкусно. Попробуйте обязательно с помидорами, с базиликом. Это придает такой очень пикантный вкус. Спасибо за просмотр. Всего хорошего. До свидания.